Здорово, народ! Хотелось бы раскрыть тему, как делаются окарины из дерева, из цельных веточек. Здесь нет ничего сложного. Хочу кратенько рассказать, как это делается, и сравнить звучание. Это липа, это клен, когда-то был. А это у нас яблоня, которая срубила летом, она долго сохла, в принципе, это можно обрабатывать. Будем делать из этой части. Яблоня невероятно плотное дерево, твердое. И тем краше, наверное, будет звук, но я не уверен в этом. Потом сравним. И настраивать будем в минорную, точнее в мажорную пентатонику. Обычно настраивают в минорную. Минорная это ноты более грустнее, мажорные более веселее. Ладно, постараюсь кратенько и емко. Так что погнали. Сперва отпиливаем нужный нам фрагмент. Он должен быть без сучков, желательно. Но это не мой случай, так как выбирать зимой особо не приходится. Размер может быть любой. Маленькая окарина — это звонкий звук, большая — более бас. Да и главное, чтобы вам было ее удобно держать. Снимаем кору непосредственно перед обработкой, чтобы ничего не лопнуло. Делаем ровную площадку, где у нас будет свисток. И на этом этапе лучше придать уже конечную форму нашей окарины. Она может быть вообще любая, тут уже от вашей фантазии все зависит. У меня фантазии нету, так что у нас будет просто обычный бочонок. Расщепляем топором или ножом ровно посередине нашу заготовку. И тут, я думаю, наглядно понятно, почему не должно быть сучков. Размечаем полость. Толщину стенок я сделал миллиметров 5. А в том месте, где игровые отверстия будут, советую сделать толщину чуть поменьше. Выбираем нашу игровую полость стамеской. Вот они, сучки наши любимые. Кстати, чтобы подправить стамески, подойдет наждачная бумага. Сначала 600-ка, потом 1000-я. Заточить их, конечно, надо на специальном оборудовании, но у меня его просто нету. Размечаем свисток, он должен быть примерно 10 на 6 миллиметров. Фрезой растачиваем отверстие под надфиль. И уже надфилем доводим его до идеальной формы. И не забываем спуск, он должен быть под углом 45 градусов. Толщина лезвия должна быть 1 мм. Если будет тоньше, то постоянный передув вам обеспечен. Столярным клеем ПВА все это дело склеиваем и оставляем сохнуть минимум на полдня. Вот такие заготовки у нас получились. Почему их две? В наше время распространено два типа аппликатур. Последовательная, когда для того, чтобы сыграть гамму, нам нужно поочередно открывать каждое из отвечающих за свой тон отверстий. И перекрестная, когда нота извлекается различным сочетанием закрытых и открытых отверстий. Еще я изготовил вот такие вот два блока. В этом нет ничего сложного. Главное, чтобы нижняя поверхность была идеально ровная и прилегала к площадке на окарине. В наших блоках протачиваем канал шириной равный нашему свистку, а это 6 мм. Кстати, вот насчет китайского инструмента. Лучше раскошельтесь, купите нормальный инструмент, а не вот это вот все. Теперь переходим к настройке. Начнем с яблоневой окарины и будем ее настраивать по перекрестной системе, или, как говорят по-английски.
Хоть это инструмент безвыходного отверстия, я делаю подстроечное отверстие. Не знаю, правильно это или нет, но хуже не будет. Так вот, размечаем внизу первое отверстие и настраиваем его в ноту до. Это будет наша ключевая нота при всех закрытых игровых отверстиях. Отталкиваясь от ключевой ноты до, ищем вторую ноту ре. Это самое маленькое отверстие внизу. Нота ре найдена. До нашли, ре нашли, ми. Ми — это одно открытое отверстие вот здесь. Ми нашли. Фа — два открытых отверстия. Каждое следующее отверстие должно быть примерно в 2 раза больше, чем предыдущее. Такая особенность. Так что можно на это ориентироваться. Третье отверстие будет в 2 раза больше, чем это. Но я немного лоханулся, и получилось вот такое большое отверстие. Изначально надо было отверстие смещать чуть ближе к свистку. Вот сюда. Делать их где-то вот так вот. А не вот здесь, вот не на этой плоскости. Чем дальше к низу делаешь, тем крупнее получается отверстие. Ну, в принципе, что-то похожее есть, конечно. Даже можно какую-то мелодию сыграть. Чисто теоретически, при таком строе Окарины можно сыграть любую тему. Я даже в интернете нашел табулатуры. Так что пользуйтесь, я сам немного поюзаю, может быть, что-нибудь удастся сыграть приличное. Но, как водится, в пределах одной октавы. Со второй все попроще. Ищем ключевое отверстие. Это у нас нота ля. Все закрытые отверстия — нота ля. Следующее у нас будет до. Первое открытое отверстие. В принципе, и так далее. Первое открытое до, второе открытое ре, то есть 2 открытые ре, 3 открытые у нас ми, 4 открытые у нас соль. Ну вот, в принципе, такие изделия у нас получились. Осталось их только обработать льняным маслом. Лучше специальным составом для дерева, он подороже. Мастикой сверху можно обмазать. Главное, не лаком, потому что лак делает такую корочку мерзкую, и весь дух дерева пропадает. Вот. Все вот эти вот настройки, гаммы, табулатуры я добавлю под видео. Если кому интересно, можете скачать, поучиться. Самое главное, чтобы был хороший звук, проявить, так сказать, аккуратность в изготовлении, делать все аккуратненько, никуда не торопиться,
делать все по техпроцессу, так сказать, по инструкциям, и тогда у вас все получится. Забыл показать большую окарину. Точнее, окарину, как мне подсказывают. Но я привык называть окарина. Ну, она такая более басовая, она даже не похожа на то, что в классическом виде должна представлять себя окарина. Такая больше на пимак, что ли, похожа, или на свирель. По мне так, окарина должна быть как свистулька такая маленькая. Изначально же это и были свистульки. Ну, вообще, в принципе, на вкус и цвет. Так что всем удачи в начинаниях, делайте музыкальные инструменты, играйте музыку, медитируйте. Всем удачи!